Итак, ребят, всем привет! Мы с вами продолжаем наш курс Python Тайны, который вам не расскажут другие курсы. И это у нас второй урок, что такое типы данных. И перед тем, как мы с вами начнем данное занятие, я бы хотел вот что вам сказать. Данный курс, который сейчас входит здесь на YouTube, он имеет также и текстовую основу, а также имеет задачи, тесты и много всего интересного. И все это располагается на сайте под названием easysmarthub.ru. Поэтому если вы хотите не только смотреть видео, но также иметь текстовую информацию относительно данного курса, какие-то выписки, пояснения и так далее, все это можно найти здесь, поскольку к каждому видеокурсу есть дублированная текстовая информация, причем текстовая информация где-то может быть более развернутая, чем то, что подается в видео, и наоборот. Да, где-то я могу что-то упустить в видео, но при этом есть что-то в тексте. И наоборот. Поэтому рекомендую зайти на сайт Easy Smart Hub, если вы этого еще не сделали, создать себе здесь аккаунт и забрать данный курс себе бесплатно. Там будут выходить точно так же видео, задачи, тесты и много полезного контента. Ну, плюс есть раздел новости, в котором также будут много полезной и нужной вам информации. Поэтому welcome. Ну, а мы с вами продолжаем. Соответственно, у нас с вами сегодня тема типы данных. И давайте будем начинать. Значит, что такое типы данных в программировании? Здесь все очень просто. Это такая некая классификация, то бишь организация данных в компьютере, да, в соответствии с их характеристиками. То есть, другими словами, нам нужно понимать, что каждый тип данных имеет свои собственные свойства и какие-то ограничения, а также может определять, какие операции могут быть выполнены с этими данными, а какие не могут. Например, если с целыми числами мы можем выполнить базовые операторы, да, какие-то операции, такие как сложение, умножение, вычитание и так далее, то, работая с теми же строками, мы можем умножить строку. Об этом мы поговорим подробнее, когда будем разбирать все типы данных, которые есть. Но, допустим, разделить строку на число у нас уже с вами не получится. Соответственно, есть данные числа, да? Компьютер будет знать, что с ними можно выполнять математические и арифметические операции. Если это текст, то, соответственно, понимает, что это слова, предложения и так далее и тому подобное, которые можно вывести на экран и прочее, прочее, прочее. Соответственно, у нас есть набор каких-то определенных типов данных, которые присутствуют в Python. И давайте сейчас для начала мы поговорим о том, какие типы данных у нас в принципе бывают. Посмотрим на них визуально, а затем каждый тип данных мы разберем по отдельности, потому что на самом деле это очень важная тема, которой почему-то уделяется зачастую совсем немного времени. Поэтому сейчас быстренько пробегаемся целостно по всем нашим вот этим вот прекрасным, замечательным типам данных, а затем, соответственно, мы уже будем проходиться по ним, да, полноценно. Значит, по каждому, да, отдельно. Давайте будем на это все смотреть. Так, сейчас, секундочку, давайте я вот так вот чуть побольше сделаю и в сторону себя откину. Вот так вот. Соответственно, поехали. Какие у нас типы данных бывают? Ну, на самом деле в Python у нас их не так уж и много, как и в любых других языках программирования. То есть у нас есть разные языки программирования. В этих языках программирования у нас всегда есть так называемые типы данных. Типы данных используются для хранения и обработки нашей с вами информации. Понимание типов данных является таким основным элементом для написания корректного и эффектного кода. Самое главное, эффективного. Так вот, какие бывают типы данных в Python? Поскольку начнем с нашего первого типа данных, это у нас целые числа. Тип данных целые числа. Что он из себя представляет? Соответственно, у нас с вами есть целые числа. Это у нас там, не знаю, пускай будет а равно 5, b равно минус 10. Скажите мне, а и b это целые числа? Абсолютно верно. А и b это целые числа.
Таким образом, получается, что у нас есть так называемый первый тип данных, целые числа, это же integer, или сокращенно int, как принято использовать в Python. Это у нас целые числа. Целые числа представляют собой числа без дробной части, то есть без точки. Они могут быть положительными или отрицательными. Это то, что касается типа данных. Целые числа, он же integer, или, как правильно его записывают, int. Как я и сказал, сейчас пока что мы просто посмотрим на типы данных, какие у нас есть, а в следующих наших уроках мы будем разбирать их уже более детально и более подробно. Значит, это наш первый тип данных. Двигаемся дальше. Следующий тип данных — это числа с плавающей точкой, так называемые floats. Тип данных — числа с плавающей точкой. Floats. Но опять же, а 5,5, b минус 5,5. Вот простой пример. По сути, это и есть те самые числа с плавающей точкой, которые представляют собой числа с дробной частью. Здесь все очень просто. Следующий, третий тип данных — это у нас строки. Давайте их пронумеруем. Первый, второй, третий тип данных. String или str, как принято записывать в Python. А присвоить. Эрик, Б присвоить easysmarthub.ru. Соответственно, и это строчки, и это строчки. Про визуальный элемент написания, да, строчек с вот этими скобочками, мы этот момент будем разбирать подробно, когда будем говорить про строки, да, хорошо? Немножечко потерпите. Значит, это у нас третий тип данных. Другими словами, строки представляют собой последовательность символов, заключенных в кавычки, одинарные или двойные. Нет никакой разницы между одинарными кавычками или же двойными кавычками. Давайте сделаю вот так вот. И тут это все строки. Следующий, четвертый тип данных. Четвертый тип данных — это логическое значение, он же boolean. Или же bool. Соответственно, у нас есть два варианта. Это либо true, либо false. Либо true, либо false. Да? Соответственно, логические значения представляют собой истину, она же true, или же ложь, он же false. Все просто. Далее двигаемся. Следующий тип данных. Пятый тип данных — это если у нас были уже списки, точнее говоря, были строки, теперь будут списки. Соответственно, списки представляют собой упорядоченные коллекции элементов, которые могут содержать объект любого типа данных. Другими словами, у меня может быть переменная а, в которой находится только лишь числа в списке. В квадратных скобочках списки ставятся у нас. Либо же я пишу переменную b, в которой у меня есть и цифры, да, и, например, не только цифры. И так далее. Могу записать вот таким вот образом. У меня есть список, в котором есть и целые числа, и строки, и булевые значения. Это тип данных списки. То есть списки представляют собой упорядоченные коллекции элементов, которые могут содержать объекты любого типа данных. Соответственно, что такое упорядоченные элементы? Ну, логично, да, предположить, что значит они выстроены в каком-либо порядке. Об этом, как я и сказал, мы будем говорить, когда отдельно будем разбирать тему со списками. Далее, следующий тип данных, шестой уже по счету. Шестой тип данных — это кортежи.
Что он из себя представляет? По сути, у нас есть такие вот круглые скобочки, где мы пишем 2 и 5. И b, там, не знаю, пускай будет 2, 5, 5, 0, 0. Вот это у нас и есть те самые кортежи. То есть кортежи похожи на списки, но они неизменяемы. То есть их содержимое нельзя изменить после создания. Другими словами, если здесь вот я смогу сделать эти изменения, об этом мы поговорим в процессе, да, дальше, то здесь я этого сделать уже не смогу. Опять же, все это мы увидим наглядно уже в следующих уроках, когда будем говорить про все эти типы данных по отдельности. Соответственно, седьмой тип данных — это словари. Словари, они же у нас так. Словари представляют собой коллекции пар ключ-значения, где каждое значение связано с уникальным ключом. Другими словами, выглядит это у нас следующим образом. Ставятся фигурные скобочки, далее идет key, и за ней идет value, множество значений. Вот по такому принципу у нас строятся наши вот эти вот элементики. Соответственно, у нас есть key, есть value. Например, name, Эрик. Так, у нас есть ключ name и значение Эрик. Так у нас выглядит тип данных в словаре. Двигаемся дальше. Следующий тип данных, восьмой тип данных, это у нас множество. Sets. Множество. Sets. Set. И так они записываются в питоне. Соответственно, что это за тип данных? Множество представляет собой неупорядоченные коллекции уникальных элементов. То есть они не имеют порядка, при этом внутри множеств могут содержаться только уникальные элементы. Другими словами, если я создаю множество, множество создается также в фигурных скобках, да, перечисляем его, и пускай будет b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ну, давайте не так. Вот так вот запишу. Здесь запишу наоборот Эрик. Текст. Ну и там Ерик. Соответственно, в данном случае у меня есть вот это количество значений. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь есть дубликат. Поскольку в множествах у нас содержатся только уникальные коллекции элементов, значит вот эта вот шестерка у нас здесь будет только лишь одна. Вторая шестерка будет отваливаться. Ну, то есть ее просто не будет. Здесь то же самое. Эрик у нас будет только один. И последний тип данных. Последний тип данных. Тип данных none. Он так и записывается. None представляет собой специальное значение, которое указывает на отсутствие этого самого значения. Другими словами, A присвоит none. Вот так вот. Про none, как и все остальные элементы, мы поговорим точно так же по отдельности. Перед тем, как мы перейдем дальше, да, и начнем разговаривать про те элементы, которые у нас с вами существуют, у нас есть так называемые функции, которые преобразуют наши значения в эти самые типы данных. Давайте для каждого я эти функции напишу. Но перед этим я хочу сказать вот что. Смотрите, Python — это язык с динамической типизацией, что означает, что мы можем изменить тип переменной во время выполнения программы. То есть была у нас переменная строкой, резко стала там числом и так далее и тому подобное, без каких-либо проблем. Плюс переменные в Python не требуют объявления типа. То есть тип определяется автоматически во время выполнения в зависимости от того, что за данные представлены в нем. То же самое можно сделать и в обратную, да, то есть задать какую-то конкретную, для какой-то конкретной переменной какой-то конкретный тип данных. Так вот, чтобы это сделать, нужно использовать встроенные функции для преобразования типов данных, которые я сейчас с вами покажу. Смотрите, допустим, у меня есть переменная
c присвоить в кавычках 10. Скажите мне, пожалуйста, вот это вот c присвоить 10. Переменной c сейчас хранится тип данных число или же строка? Абсолютно верно. У меня здесь хранится строка. Как это проверить? Хороший вопрос. Вы пишете print, команду, с которой вы уже знакомы, которая выводит информацию в консоль. И пишите нашу переменную c. Нажимаете play. Видите, здесь просто число 10. Казалось бы, да? Но давайте сделаем еще вот так вот. Напишем дополнительную команду type c. Запустимся. И здесь у нас показывается тип нашей переменной, класс str. То есть теперь это у нас точно строка. Другими словами, мне нужно теперь этот тип данных перевести в целое число. Есть вот такая вот функция int. Я здесь ее уже записал. Поэтому я здесь пишу c присвоить int c. Ну, на самом деле, эту конструкцию можно упростить и сделать гораздо проще. То есть мы можем с самого начала написать int c. И все, как говорится, да. Или же сделать еще проще. Но я оставлю такую запись. Давайте запустимся. И здесь уже класс int. Как мы видим, с помощью функции int я преобразовал строку в число. Здесь с остальными я буду показывать точно так же, уже только в ускоренном режиме. Потому что про все эти вариации мы будем говорить отдельно. Значит, в float точно так же преобразуем. Для этого берем нашу переменную. Вот так вот скопируем целиком. Берем нашу переменную c. Здесь 10 и 2. Все так же она у нас с вами имеет один и тот же элемент. Теперь float. И теперь она действительно у нас... Оп. Смотрите-ка. Нужно вот здесь вот поставить точку, а не запятую. И теперь у нас все работает. Как мы видим, int float. Да, вот у нас первый вывод, вот у нас второй вывод. Далее идем следующий элемент. Но здесь у нас строка. По сути, нам нужно просто написать здесь str. И вот у нас здесь строка. Далее следующий тип данных булевый. Вот смотрите, если я здесь сейчас напишу bool и запущусь. Все. У меня переменная с типом данных bool. А давайте я просто выведу эту переменную c и посмотрим на нее, как она выглядит. True. Видим, да? Как только я сказал, что это у меня теперь булевая переменная, она автоматически становится true. Двигаемся дальше. Следующий это у нас лист. Ну, здесь мне нужно опять же, да, написать лист. Запуститься. И, как мы видим, действительно лист. Ну, далее я не буду показывать, да, по сути, вот они команды. Tuple для кортежей, dict для словарей, set для множеств, ну и none, просто none. Тут давайте покажу. None. Запустимся. Оп. Только здесь нужно писать немножечко по-другому. Здесь нужно конкретно говорить. Вот так вот. C none. И все. Таким образом, мы с вами только что рассмотрели 9 типов данных, которые у нас с вами существуют в Python. Это целые числа, это числа с плавающей точкой, это строки, это логические значения ниже true или false, то есть булевые значения. Это списки, они же лист, это кортежи, это словари, это множество и это тип данных none. Вот такой вот набор из типов данных, который нам предстоит разобрать по отдельности. И поверьте мне, это того стоит. Поскольку у каждого типа данных есть свои собственные особенности, о которых стоит поговорить, о которых стоит упомянуть и которые стоит знать для того, чтобы выполнять быстро и легко любые операции, которые вам необходимо проделать. На этом все. Подписываемся на каналчик, ставим лайки. Для вас это дело пары секунд, для канала это рост. Поэтому подписываемся. Ставим лайкусики, пишем комментарии и так далее. Ну и, конечно же, да, не забываем заходить на сайт Easy Smart Hub, создаем себе там аккаунт,
хватаем этот курс по питону бесплатный и решаем там задачи. Задаем вопросики и так далее и тому подобное. Все здесь. Все. Всем спасибо, всех обнял, всем приподнял, всем пока-пока.